Дорогие друзья, предлагаю вам вместе со мной сшить вот такую многоразовую маску. Она шьется очень просто, состоит из 2 слоев хлопковой ткани, но при этом она имеет вот такой кармашек, в который вы можете поместить сменный фильтр, который можно изготовить, к примеру, из нескольких слоев марли. Итак, давайте приступим. Наша маска будет состоять из 2 слоев ткани. Выкраиваем из ткани для внутренней части 2 детали. Одна деталь 6 см на 21 см. И вторая деталь 15 см на 21 см. Из ткани для внешней части маски выкраиваем прямоугольник 21 на 19 см. И еще 2 прямоугольника 13,5 см на 4,5 см. Это для обработки краев. Еще нам понадобится 2 отрезка резинки длиной по 30 см, портновские булавки, прищепки для ткани, ручка или маркер по ткани исчезающая, линейка, ножницы и швейные нитки в тон ткани, а также швейная машинка, утюг и гладильная доска. Мы начнем с того, что подготовим внутреннюю деталь с кармашком. Возьмем 2 детали внутренней части маски, сложим их лицом к лицу, совместим срезы и сколем булавками по длинной стороне. Теперь находим серединку. Ставим меточку и от этой метки в обе стороны отложим по 6 сантиметров. Теперь на машинке прострачиваем с припуском 1 сантиметр вот этот участок до метки и вот этот участок от метки до конца. Проглаживаем утюгом. Теперь развернем и разутюжим этот шов. Теперь на машинке прострочим вот здесь и здесь на расстоянии примерно 5 мм от края. А также прошьем поперек вот здесь вот рядом с нашим разрезом. Так и так. Одну сторону я уже прострочила. Сейчас вторую. Прострочила, обрезала лишние нитки. Внутренняя деталь у нас готова. Берем теперь деталь внешнюю. Она у нас должна совпасть по размеру с внутренней деталью. Видите, совпадает. Складываем их лицом к лицу. Скрепляем булавочками.
На машинке прошиваем вот здесь верхний шов и нижний шов. Припуск на швы у нас 1 сантиметр. Теперь отглаживаем швы, выворачиваем на лицевую сторону и проглаживаем с лицевой стороны. Теперь на машинке отстрачиваем вот эти швы с лицевой стороны. Расстояние от края 2-3 миллиметра. Теперь нам нужно заложить складки. Смотрите, верхняя часть маски — это там, где у нас маленькая деталь. Мы заложим 3 складочки, которые будут направлены вниз. Давайте мы сначала поставим метки. Отмеряем сверху 4 сантиметра, затем 1 сантиметр, ставим меточку, 2,5 сантиметра, потом еще 1 сантиметр, опять 2,5 и еще 1. Складки будут глубиной 1 сантиметр. Точно такие же метки мы поставим с другой стороны. 4 сантиметра, 1, 2,5, 1, 2,5, 1. Теперь, используя эти меточки, мы будем закладывать складки. Вот так. Сгибаем. Первая складка. И скалываем булавками. Вторая. Захватываем оба слоя ткани. И третья складка. Точно такие же складочки мы закладываем с другой стороны. Вот что получилось. Проверьте, чтобы левая и правая сторона у нас были одинаковые. Теперь нам нужно заутюжить эти складочки. Заутюжили. Теперь нужно на машинке прострочить по краю здесь и здесь, чтобы закрепить наши складки. Расстояние от края 1 сантиметр. Делаем закрепочку. Аккуратно там, где у нас булавки, очень-очень аккуратно, чтобы иглу не сломать и не поломать булавку. Здесь также закрепочка. И проложим еще строчку по самому краю. То же самое с другой стороны. Одна строчка на расстоянии
сантиметра от края. Убираем булавки. Теперь по самому краю проходимся. Нам осталось обработать край бейкой и вдеть резинку. Все лишние ниточки я обрезала, чтобы они нам не мешали. Берем наши две полоски. Длина полоски у меня, как вы помните, 13,5 сантиметров, а ширина 4,5 сантиметра. Переворачиваем маску наизнанку и прикладываем одну из полосок к одному краю, вот так, лицом к лицу. Таким образом, чтобы краешки у нас выступали. Вот эти краешки вот этой полоски выступали за край маски. Совмещаем края. Можете сколоть булавками или прищепочками, как у меня. Так, и с этой стороны то же самое. Прошиваем на машинке на расстоянии 1 сантиметра от края, здесь и здесь. После того, как мы прострочили, давайте проведем влажно-тепловую обработку и прогладим швы утюгом. Так. Теперь поворачиваем на лицевую сторону, проглаживаем, завернем вот эти хвостики и тоже прогладим. И вот так еще прогладим. Завернем один раз вот так. Пополам завернем. И вот так. И тоже прогладим. И здесь то же самое. Теперь берем резинку, два кусочка у нас по 30 сантиметров. Вот так ее прокладываем здесь с одной стороны. Заворачиваем вот так вот. Вот эти вот маленькие хвостики можно тоже подвернуть, чтобы они не торчали. Оборачиваем. И скрепляем прищепочками. Здесь с этой стороны все то же самое. Накладываем резиночку. Здесь подвернем. Теперь на машинке прострочим вот здесь вот по краю, стараясь не захватывать резинку. И то же самое с другой стороны. Вот прострочила, видите? Ну вот и все. Готово. Концы резинки можно связать
узелком. Или сшить, чтобы было все аккуратненько. Сшить просто вручную. И можно примерять. Вот у нас здесь кармашек. Такой вот. Спасибо за внимание. С вами была Мария Фараонова. До новых встреч!